Друзья, в Петербурге произошло транспортное событие, мимо которого мы, конечно же, не могли пройти. Впервые практически за четверть века в городе появляется новый трамвайный маршрут, сделанный с нуля. Сделан он по концессии, сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Транспортные фанаты из раздела «Трамвайная» наверняка меня поправят, если я не прав, но, как я помню, последняя полноценная городская трамвайная линия была запущена еще в далеком 1999-м, от только открытой и конечной на тот момент станции «Старая деревня» до проспекта Авиаконструкторов. К слову сказать, линия эта сейчас как раз в затяжном неторопливом питерском ремонте. Проект же «Чижик», работающий, кстати, тоже по концессии и являющийся первой и успешной транспортной историей подобного рода, все-таки был построен на базе уже существующей городской сети. Участок на Гранитной улице за линию не сойдет при всем желании, это просто отрезок пути, мучили который к тому же столько лет. И тут бабац, в чистом поле в прямом смысле этого слова появляется новый трамвай. У станции метро Купчино воздвигнут вот такой вот крытый павильон. Это, собственно говоря, конечная трамвайной линии. Маршруту дан номер 2, исторический, так скажем. Интересно, что вот концессионный трамвай останавливается здесь под навесом, а городской трамвай там вот на улице. Иронично. Что интересно, на данный момент пути никак не пересекаются, хотя задел есть. Мы снимали на второй день после запуска и то тут, то там что-то доделывали. Обратите внимание на красивейшую перекрестную стрелку. Сам же концессионер поспешил обозвать павильон целым единственным в России крытым трамвайным вокзалом. Что скажешь, работать пиарщиком или медиа-воротилой в русскоязычной среде настоящий праздник. Богатство языка позволяет куражиться по полной. Впрочем, пространство под навесом, мы назовем его так, площадью под 900 квадратов, способно одновременно принять 600 пассажиров и 4 трамвайных вагона. Другой вопрос, что потом пассажиру из-под навеса все равно нужно держать путь на улицу к нередким в Питере осадкам. Да и до метро идти целых 400 метров, ведь вся примыкающая к подземке земля щедро застроена ТЦшечками. Установлены автоматы по продаже и пополнению билетов. Какие-то билеты, не знаю, на самом деле сейчас никаких билетов нету, наличку тоже не принимают пока. Можно оплатить только банковской картой. И вот здесь можно пополнить БСК. Так это или нет, я сказать не могу, у меня БСК нету. Также задуманы турникеты входные и выходные на конечном павильоне, но пока они не работают, просто в режиме открыто находятся. К платформе прибывает вагон. Делает он это неторопливо. Оборотных колец тут нету. Вагоны двусторонние, и оборот происходит проездом на противоположный путь и сменой кабины управления. В первый же день произошел легкий факап. На противоположном конце маршрута одна из телег вагона в результате такого переезда сошла с рельс. И теперь вагоновожатые проезжают стрелки с особым пиететом, параллельно докладывая по мобильнику о происходящем, видимо, диспетчеру. Вообще, вид вагоновожатого с мобильником постоянно в руках, конечно же, несколько контрастирует с остальной сетью трамвая в Петербурге, где за мобильник в руке а-та-та. Вагон из Шушар прибывает вот сюда, вот заруливает, выпускает пассажиров, потом продвигается чуть-чуть вперед, и там народ уже садится в вагон. При этом не все понимают, потому что вот он здесь стоит, и многие ждут здесь, и уже только потом, когда вагон двигается, начинают бежать туда. Но я думаю, что люди привыкнут. На маршруте был задуман к использованию и закуплен трамвай Невский 71932, являющийся двухсторонней модификацией трамвая «Витязь-М», хорошо известного уже во многих городах России, в том числе в Петербурге и Москве. Вопрос, хватит ли вместимости этого вагона на такую амбициозную линию, характер которой не просто перевозка пассажиров с их сменой в ходе маршрута, а вывоз толпы к метро, а потом обратно. Обратно в спальник. Ливрея выбрана бирюзово-оранжевая. С одной стороны, хорошо, что опять не серый и не ярко-пестрый в стиле облицовки домов от современных девелоперов. С другой стороны, прямо вау-эффекта окрас не производит. Скучновато как-то, несовременно, что ли. Так, ну что, нам тоже надо бы прокатиться на этом чуде отечественного, так сказать, трамваестроения. Ну, надо сказать, что вот сейчас час дня где-то, люди ждут второй день эксплуатации. В принципе, что тут, 10 минут и дома, как говорится.
Байка ходила, кстати, в интернете, что зеркала где-то что-то задевали. Ну, так это или нет, не знаю. Может быть, какие-то инсайдеры в комментах просветят. Во всяком случае, зеркала на каждой конечной складывают аккуратненько. И только с водительской стороны зеркало торчит. По правую руку, по левую оно убрано. Так, ну чего, идем садиться. Раз, два, три, четыре, 5 дверей доступны для посадки. Пойдем сюда. Проходите в середину салона. Так, нужна карта. Где карта, Билли? Карта негодна. Отъехали от Купчино, и вот, собственно говоря, весь маршрут. Река Волковка по требованию, там вагон останавливается, на двери не открывает, потому что в реку Волковку, несмотря на погоду, пока никто нырять не хочет. Дальше у нас раз остановка, два остановка, 3 остановка в поле, собственно говоря, и весь на данный момент маршрут. А вообще интересное наблюдение, что с появлением славянки у вагоновожатых в городе теперь есть 3 потенциальных работодателя. Надоел ГЭТ, пошел в Чижик. Надоел Чижик, пошел гонять до славянки. Ну а потом покаялся и снова в ГЭТ. Вот как раз проезжаем остановку река Волковка по требованию. Непонятно, зачем она вообще нужна, если честно. На этот раз водитель не остановился, а некоторые останавливаются тут и ждут, вдруг кто выйдет. На пути следования достаточно небольшого маршрута у нас встречается 2 достаточно мощных сооружения. Сейчас мы переезжаем через железную дорогу на Пушкин. Мы пересекаем Витебское шоссе. И дальше нас еще ждет такой достаточно серьезный мост через КАТ и виадук, на котором сделан разъезд на случай дальнейшего развития сети. Ну и надо сказать, что на мостах кривые, и в них особо не разгонишься. Ну а сама эстакада после КАДа — это такая причудливая змейка. Скорость тут не более 10 км в час. Сразу вспомнился московский монорельс почему-то. Ну и съезжая с эстакады, мы уже попадаем в район Шушары. И тут, конечно, выпадаешь в осадок. За последние 20 лет на границе с Петербургом выросло несколько спальных мешков. Знаменитые, пожалуй, на всю страну выросшие из деревень ленобластные Кудрово и Мурино. Ну, а Шушары — это исконно территория города, хоть и за КАДом. Советские, помню, годы при неизбежном расширении городов возводили города-спутники. Так разрослись панельками Пушкин, Колпино, Красное Село, Металлострой, Сертолово, Сестрорецк, Кронштадт и другие. Идея делать новые районы на некотором отдалении преследовала несколько целей, в том числе и решение транспортной проблемы путем разжижения потоков. В наши времена на эту идею начхали, и как грибы после дождя вплотную к городу появились, как я уже выразился, спальные мешки. Как правило, связь с остальным городом осуществляется при помощи одной узкой дороги, которая сразу намертво встает в пробку 24/7. В ней стоят все, и машины, автобусы, скорая, пожарная, альтернатив ведь нет. Я к своему стыду вглубь современных Шушар ранее не заглядывал и был несколько шокирован однообразностью зданий, полным отсутствием зелени и состоянием какого-то общего недостроя и, по-моему, всяческим отсутствием планирования. Тот же трамвай идет по центру Старорусского проспекта, на котором еще, и конь не валялся. По его траектории проложена только временная дорога. В общем, конечно, шушарцам повезло с появлением трамвая однозначно. Сюда явно вдохнули новую жизнь. Шушары. One Love. Всего 12 минут, на самом деле, до первой остановки. Ну и жителям, конечно же, удобно. Потому что взял и приехал. Раньше тут нужно было, не знаю, минут 25-30 где-то на автобусах кандыбаться. Зачем я это сказал, не знаю. Я в Шушарах. Красота какая, боже мой. Вот где нужно жить. Шушары — это цветочки. Ягодки нас ждут через год, когда линия должна заработать на полную.
Смотрите, дальше по полям зелено-рыжий трамвай едет в сторону города Пушкин. И это очень интересно, так как, пересекая обратно Витебский проспект, трассу Малой Октябрьской и железную дорогу на Витебск, маршрут Славянки славно уходит на противоположную сторону. То есть на жителей самого Пушкина трамвай не рассчитан. Далее трасса сворачивает в сторону, собственно говоря, района под названием Славянка. Вот из-за чего все и затевалось. Что интересно, линия вглубь района тоже не ныряет, а так аккуратненько его огибает, чтобы в итоге закончиться где-то в чистом поле. Странновато. Может быть, с появлением трамвая в этих местах девелоперы застроят и соседние поля? Кто знает, и тогда трамвай будет идти все-таки в центре событий. Посмотрим. Ни жители района, ни автомобилисты пока не привыкли, собственно говоря, к тому, что здесь ездят туда-сюда трамваи. Поэтому вагоновожатому надо быть начеку. Постоянно кто-то лезет под колеса, то автомобиль куда-нибудь залезет. Опять же, знаков пока еще нету никаких, все такое вот на живую нитку. То люди нет-нет, да и шмыгнут под колеса. Сейчас же забавно наблюдать, как выглядевший на бумаге чудаковатый план притворяется достаточно оперативно в жизнь. Стоит сказать, что еще в советские времена были планы по запуску таких вылетных линий. Разговоры шли про Колпино, Осиновую рощу, Бугры и даже Кавголово. И вот, на тебе, здравствуйте. Ключевой драйвер стройки, если кто не понимает, это, конечно же, концессия. Частнику интересно как можно быстрее запуститься и получать хоть какую-то прибыль. В этом и сласть концессии, что все выпадающие и недополученные за проезд теоретически как надо рассчитанные деньги компенсирует город. Вангую, что за следующие 20-30 лет в России появится немало подобных систем. С одной стороны, это здорово, мы увидим новый, хорошо работающий транспорт. С другой, часть регионов запросто может завязнуть в этом концессионном болоте и спокойно весь бюджет туда сливать. А куда вы все? Приехали на конечную. Конечная находится просто в чистом поле. Тут никого нету. И в вагоне 8 человек находилось, и сейчас еще 8 человек зашло в вагон. И я думаю, что это просто жители, которые, ну так скажем, хотят понять, что это за зверь такой, как он вообще передвигается, как он ходит, и где у него кольцо. Кольца нету, потому что это вагон в режиме челнока работает. Сейчас, собственно говоря, пантографы уже опустились. Водитель поменяет кабину и, дождавшись встречного, поедет назад в сторону метро. Продолжим размышления насчет ГЧП – государственно-частного партнерства. В Петербурге же сейчас действует уже несколько концессий, за каждую из которых из бюджета выделяются компенсации. ЗСД, Чижик, аэропорт, теперь еще и Славянка. Главное не лопнуть. И прикол в том, что автомобилист, налогоплательщик, платит теперь за трамвай, им не пользуясь приблизительно никогда, а пассажир трамвая за ЗСД, также не пользуясь последним. Впрочем, исторический круг замкнулся. Первоначально в Российской империи в городах так трамвай и появлялся. Преуспело на этом деле в то время бельгийское общество по устройству трамвая. После революции, посланное ко всем чертям с этими вашими концессиями. Неоднократно мы про общество это вспоминали в различных сериях проекта «Железнодорожный», говоря о трамвае. Если еще не видели, посмотрите серию из Волгограда. Мы рассказывали о становлении трамвая в Царицыне, запущенного как раз на свои деньги без привлечения концессионера. Это по тем временам был уникальный случай. Линия в Шушарах напоминает советские времена, когда трамвай появлялся в новых районах раньше автомобильных дорог. Посмотрите, какая красота! Ностальгия! Ах, шикардос! По идее, я так понимаю, что здесь должна быть потом когда-то дорога. Вон они, красавчики. На самом деле, новые абсолютно вагоны с иголочки, да, еще, в общем-то, муха не сидела. И вот этой вот грязи, такая вот прям нейронная картинка, друзья мои, я думаю, вы согласитесь. Как будто бы кто-то зашел в современную версию нейронки и загенерил там, допустим, советский трамвай. Сейчас такие популярные темы есть. Советский трамвай сейчас, если бы СССР не развалился. Что-то такое. Ну и последнее наблюдение. Очень хочется посмотреть, как же вывезет трамвай и Славянку, и Пушкин, и Шушары. И все это на тот самый единственный в России трамвайный вокзал, рассчитанный на 4 вагона. Ну а станцию метро Купчино, видимо, через год нужно будет переименовывать в Выхино на Неве. Друзья, сегодня мы познакомились вместе с вами
с трамваем «Славянка». Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Особенно интересны ваши комментарии, если вы вот являетесь пассажиром этой системы, на что вы обратили внимание, как вам это вообще новшество. Ну, а дальше мы такого раньше не делали, просто такой короткий, собственно говоря, лайв поездки. Представьте, что вы пассажир трамвая Невский и едете в сторону Купчино. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках проекта «Железнодорожная». Счастливо!